Всем привет! Сегодня я расскажу вам про три основных вида колб общего назначения. Колбы конические, колбы круглодонные и колбы плоскодонные. Поехали! Сразу стоит сказать, что все рассматриваемые сегодня колбы это стеклянные сосуды с плоским или круглым дном, которые также имеют горловину, зачастую достаточно узкую. Разработан этот вид посуды в основном для хранения, фильтрования, выпаривания, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. А теперь от целого к частному. Колба коническая или колба Эрлинмайера. Самая известная колба в мире, и наверняка вы в своей жизни уже с ней не раз сталкивались, будучи даже на уроках школьной химии, в различных лабораториях или на различных предприятиях. Ее используют все, и она везде используется. Так как она имеет, судя с названия, в коническую форму и плоское дно, то вот именно это плоское дно дает нам возможность эту колбу ставить на любую горизонтальную поверхность, и никуда она с нее не денется, если вы, конечно, ее не зацепите. И второй нюанс это то, что у нас здесь достаточно узкая горловина, и она нам позволяет делать две вещи. Ну, точнее, делать одну и вторая как следствие. Это то, что можно очень удобно перемешивать любой раствор, который находится в этой колбе, причем двумя методами: и вращением, и взбалтыванием, и ничего никуда не прольется. В отличие от, например, опять же таки того же лабораторного стакана, который, если конкретно раскачать, то может что-то и пролиться, да? Но то про другое. И второе это то, что эта узкая горловина дает раствору, который опять же таки в нее помещен, в эту колбу, не испаряться быстро, что также очень удобно. Колбы конические Exim Lab представлены в ассортименте, который указан у вас на экранах. Дальше идут колбы круглодонные. Это колбы с шарообразным дном, которые используются в основном в операциях с нагревом, так как именно такая форма дна способствует равномерному нагреву вещества, которое находится в колбе. Перегонка, сублимация, синтеза и дистилляция – все эти процессы проводятся в круглодонной посуде. Но есть один нюанс, который связан с формой этого сосуда. Это то, что его поставить практически невозможно на горизонтальную поверхность. Но умные люди специально придумали такой вот штатив, который есть у нас также в продаже, с помощью которого можно в нескольких положениях закрепить такую колбу. Вот как вот это вот образец, видите, в двух кольцах закреплен. Теперь вот можно другую колбочку вот так вот закрепить. Все, и она есть. Ну, надо, конечно, прикрутить, но вы суть поняли. И также можно вообще использовать такую специальную пластиковую подставочку U-образную. Но у меня такой нету, но я вот сам принцип покажу. Вот чашечка, да, вот так вот вы ставите, и она в принципе стоит. То есть вот такой вот метод. У нас в продаже задействованы следующие позиции круглодонных колб. И напоследок колбы плоскодонные. На самом деле внешне они напоминают круглодонные колбы, которые мы с вами только что рассматривали, но отличаются от них тем, что дно скошено. Соответственно, ее можно спокойно, не боясь, ставить на горизонтальной поверхности, и она будет устойчива. Классно. Также стоит сказать, что такие колбы очень долговечны и имеют высокую площадь соприкосновения. Также их можно абсолютно также греть, они не боятся никаких реагентов, химикатов. Очень универсальный солдат среди вот этих вот трех претендентов нашего обзора. Перечень позиций наших колб плоскодонных представлен перед вами. Все колбы нашей торговой марки Exim Lab соответствуют стандарту качества ГОСТ и производятся исключительно по техническим условиям. Более подробно с документацией вы можете ознакомиться на нашем сайте eximlab.ua в разделе «Сертификация». Также существует два исполнения таких колб. Первое исполнение взаимозаменяемым конусом. То есть такую колбу можно всегда закрыть пришлифованной пробкой и ничего с нее не протечет. Также сразу стоит сказать, что если у вас вдруг такая пробка разбилась или потерялась, то всегда можно у нас заказать новую. И второе исполнение с обычной цилиндрической горловиной, но сверху у нее есть специальный бортик, который дает возможность нам качественно закрепить такую колбу в штативе, и она никуда с нее не денется. На всех сосудах есть метки, и в случае с колбой конической есть и шкала градуировки, но она несет исключительно информационно-ориентировочный характер. Если вам надо что-то померить точно, то, пожалуйста, воспользуйтесь мерной колбой, обзор которой у нас, кстати, тоже есть на нашем YouTube канале. Колбы изготавливаются из стекла марки ТС, термически стойкого, и в связи с этим на всех наших колбах указан специальный белый матовый квадрат, который указывает лаборанту, что такую колбу можно спокойно нагревать. Колбы нашей торговой марки Exim Lab известны своим высоким качеством, как изготовления, так и материала, за что очень ценятся нашими крупными партнерами.